Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодняшнее видео это видео по продолжению выращивания павловнии и подготовки уже к зимовке. Значит, я весной показывал в начале марта месяца высев семян павловнии, проращивание и подрощенную павловнию. Такую где-то сантиметров 20 она была. Я повысаживал в этом году где-то в начале июня месяца в грунт. И вот то, что за сезон выросло, мы сейчас посмотрим. И посмотрим, как, ну, я, по крайней мере, готовлю теперь первый год эту павловнию к зимовке. Вот здесь у меня одна павловния дала вот такой прирост. Значит, что там получается? 45 сантиметров. Значит, рекомендуют ее первый год обрезать на там 2-3 почки и остальное все сверху укрывать. Вот что мы и делаем. Вот таким вот образом. И сейчас мы ее укроем. Значит, спрашивали меня, чем укрывать. Я бы сказал так, различный материал, желательно сухой, не листьями. Ну, сейчас я, допустим, укрываю фацелией. Сейчас пройдем, я наберу фацелии и покажу. Вот такая фацелия у меня на сегодняшний день. Она уже почти отцветает. Ну, цвела месяц, может быть даже больше. Пчелки, когда было тепло, активно ее посещали. Ну, теперь она еще послужит нам как укрытие для павловнии. Вот такие сухие стебли. Вот можно теперь собирать и ими укрывать павловнию. Сейчас я покажу. И зеленую можно брать. Ничего страшного. Так, все, идем. Сколько ее? А небольшую такую кучку. В принципе, вот этого уже достаточно. Если кто-то переживает, можно, ну, что там холодно или что, вот дополнительно вот таким куском шифера. И этого достаточно. Так, идем к следующей павловнии. Так, здесь прирост. Здесь вот такая повыше выросла. Прирост, смотрим, метр. Почти метр. Так, почти метр. Павловния. Так, то же самое. Обрезаем там на несколько почек. Вот так. И укрываем. Все, этого достаточно. Пройдем, там на огороде еще есть. Тут у меня она перекосилась. Но я уже так ее не стал трогать, так она уже и выросла. Но это ничего страшного. То же самое. Обрезаем. И здесь я приготовил вот такие сухие стебли, помидорные стебли. Вот то же самое. Вот так прикрываем. Все, этого достаточно. Вот такая павловния выросла у нас тут. Это впереди на улице. Я посадил, ну то же самое, обрежу ее и прикрою. Там интересно, вон еще одна павловния, зеленые еще листья. Вот такая. Еще зеленая. Ну здесь, наверное, как-то ей более уютно и морозы, ну заморозки ночные не добрались, что листья еще держатся. Ну попозже, вот они уже тоже обрываются. Попозже я то же самое здесь обрежу и потом укрою ее. Но интереснее всего павловния вот выросла у соседа. Я рассказывал, что пораздавал всем соседям здесь в округе. И вот у кого как. Ну вот, не знаю, соседа сейчас дома нет. К сожалению, они в лесу грибы собирают. Но нам разрешили поснимать. У нас сегодня съемочный день. Так вот мы подошли к нему. И вот такая у него выросла павловния. Из тех же сеянцев, которые в марте, вот я сеял. Вот такая. Сейчас мы ее измеряем. Сколько? Так, 1,80 м. 1,80 м. Выросла павловния. И вот такой ствол, вот такой толщины. Вот такой толщины. Вот.
секреты, конечно, хотелось бы поспрашивать соседа, в чем секрет такой павловни. Ну, здесь вот видим куча с отходами перегнивающие. Если он поливал и эти перегной туда попадал, возможно, чем-то еще подкармливал, то вот результат. Ну и смотря какой грунт. И вот еще одна павловня. То же самое, такая же. Здесь листья уже осыпались, смотрим, сколько здесь, замеряем. 1,80 м, 1,90 м. Сейчас. Ну, практически 2 метра. Вон, 2 метра, видно? Практически 2 метра. Вот из тех же сеянцев. Вот такое чудо природы. Вот. Ну, вот все, что я хотел рассказать. Так что там в интернете разное пишут о том, у кого-то получается из сеянцев выращивать павловню, у кого нет. Ну вот, есть вот такой результат. За год из сеянца, ну за год, за сезон можно вырастить вот такую павловню. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.